Всем привет, дорогие зрители! Многие спрашивают, когда же менять масло и что лучше? Залить недорогое и проехать, как положено, 10 тысяч километров, или залить дорогую синтетику и проехать на ней до 30 тысяч километров. Ну, сразу скажу, что не совсем корректно измерять интервал замены в километрах, так как при стоянии в пробках, при долгих прогревах километраж не наматывается, а двигатель продолжает работать. Это очень актуально для крупных городов особенно. Также ресурс напрямую зависит от объема заливаемого масла. Ведь картеры у всех автомобилей разные. Есть заливаемый объем, где 3 литра, а есть где 8. Я говорю именно о легковых авто. Изучая данные анализов отработанных масел и полагаясь на свой опыт, я выявил средние показатели интервалов замены у легковых автомобилей со средним объемом картера 4-6 литров. На оригинальных маслах средней ценовой категории, вот, например, на таких, в городских условиях при стоянии в пробках, при долгих прогревах, интервал замены нужно сократить до 5000 километров. При тех же городских условиях, но уже без пробок, какой-нибудь мелкий городок, либо поселок, этот интервал увеличивается до 7000 километров. На этих же маслах в чисто режиме трасса вы можете смело ездить до 10 тысяч километров. А иногда при высокой средней скорости этот порог может отодвигаться до 12 тысяч километров спокойно. И это приравнивается к 250 моточасам. Это средний интервал, при котором масло сохранит свои свойства. На дорогих маслах, где применяются в изготовлении ПАУ, либо GTL базовые масла, вот, например, вот такие, и которые имеют самые современные пакеты присадок, на них, конечно же, можно проехать подольше. В городских условиях такое масло живет в среднем 7000 километров. Это при условии пробок и прогревов. Ну, тоже учитывайте, если очень много у вас пробок, то этот интервал нужно немножко уменьшить, где-то до 6000 километров. Также в городских условиях, но уже без пробок, спокойно можно ездить до 10 тысяч километров. Так, а в режиме трасса эти масла спокойно живут до 15, иногда даже до 18 тысячах. Ну, я взял средний показатель, это 350 моточасов. То есть за это время это масло не умрет и сохранит свои характеристики. Дальше уже под вопросом. Это тоже, конечно, зависит от двигателя. Также учтите, что короткие поездки убивают масло еще больше. Попавшее в масло, в картер топливо не успевает испаряться, и тем самым постепенно характеристики масла снижаются, и оно умирает гораздо быстрее. Это особенно актуально в зимний период, когда у нас долгие прогревы возникают. При применении данной рекомендации ваш двигатель останется всегда чист и прослужит он в разы дольше. Кому понравился формат, поставьте лайк, также не забудьте подписаться. Я знаю, найдутся такие люди, которые не согласны с моими советами и рекомендациями. Ну, это дело каждого. Напишите в комментариях, какой у вас интервал и на каких маслах. Спасибо за внимание, всем пока!